«Тетенька, дайте укусить!» Услышала вдруг Вера позади себя жалобный детский голосок. В этот жаркий воскресный день она гуляла по парку, а когда Вера устала и проголодалась, решила устроить себе небольшой пир на скамейке рядом с киоском, в котором продавали шаурму. Она давно знает хозяев и поэтому покупает там спокойно. И только она собралась откусить первый кусочек, как услышала этот голос. В нем было столько отчаяния и безысходности. Обернувшись, девушка обомлела. Голос принадлежал малышу лет 5-6. Господи, да он едва держится на ногах. В ужасе подумала она. Наверное, это от голода. Ребенок был очень худым, давно не стриженным, а его одежда была явно не первой свежести. Вера была настолько шокирована видом этого мальчика, что только сейчас сообразила. У нее в руках аппетитная горячая шаурма с курицей, которую мальчик сейчас жадно пожирал глазами. «Да, конечно», — ответила Вера. «Возьми все, а я сейчас тебе сок куплю. Или ты больше любишь газировку?» Мальчик смущенно пожал плечами. «Какая же я дура!» — обругала себя девушка. «Да он наверняка не видит ни того, ни другого». Вера подошла к киоску и купила вишневый сок, пирожное и еще шаурмы. Когда она вернулась к ребенку, то с удивлением отметила, что малыш съел почти всю шаурму, а она, между прочим, не маленькая. Это как же сильно надо голодать, чтобы за буквально считанные секунды расправиться с таким большим куском шаурмы, подумала Вера. «Как тебя зовут?» – спросила она. «Ваня», – ответил ребенок, откусывая кусок шаурмы так жадно, словно боялся, что ее сейчас отберут. А может, так оно и было когда-то? «Не торопись», – заметила девушка. «Ешь спокойно, а то подавишься». «Ну, а где ты живешь?» «А вон в том красном кирпичном доме. Видите? На 2-м этаже. 22-я квартира». Вера решила, что Ване, пожалуй, не 5-6 лет, как ей показалось вначале. Наверняка больше. Уж очень бойкая и складная речь у него. «Родители-то не потеряют?» «Родителям я уже давно по барабану», — усмехнулся мальчик, совсем как взрослый. «Только и знают, как водку жрать». «Почему ты так думаешь?» «А я слышал, как соседки на лавочке про них говорили. Да я и сам понимаю, не маленький». «Да», — со вздохом подумала Вера, «вот так дети и вынуждены рано взрослеть». Мальчик ел, а она молча наблюдала за ним. Сама Вера в детстве ни в чем не нуждалась. Ее, единственную дочь, холили и лелеяли, сдували с нее пылинки и всячески оберегали от негатива, которым была переполнена грешная земля. Но, несмотря на это, Вера не выросла эгоисткой. Она всегда была готова прийти на помощь ближнему. А уж если это ребенок, который не видит не то что родительской ласки, но и голодает, то Вера уж точно не пройдет мимо. «Наелся?» – спросила девушка, когда Ваня доел шаурму, с жадностью запив ее соком. «Уф, кажется, да», – ответил мальчик и погладил живот. «До вечера жить можно». «А что же будет вечером?» – поинтересовалась Вера. «Да, мне так домой неохота», – начал объяснять Ванька. «Но надо, а сейчас я поел, так и домой идти не обязательно». «Логично», – с улыбкой кивнула она. «Ты в школу-то ходишь?» «Конечно, а как же?» – важно ответил парнишка. «В этом году 1 класс закончил, и учусь я хорошо». «Молодец, Ваня. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Может, продукты купить?» «Я колбаски хочу и хлебушка. Можно еще молочка и крупы. Мамка бы кашу сварила, когда трезвая будет. А то от черствого хлеба с плесенью так живот болит», – пожаловался ребенок. От жалости у Веры защемило сердце. «Пойдем», – сказала девушка. И они пошли в супермаркет. Вера
и ее жених Егор сидели перед телевизором и смотрели романтическую комедию, которую она так любила. Девушка решила рассказать любимому о Ване. «Знаешь, Егор, сегодня я встретила такого замечательного мальчика», — сказала она. «Вот те раз, я уже начинаю ревновать», — воскликнул Егор. И напрасно. И Вера поведала ему о своей встрече с Ваней. «Кто-то живет лучше, кто-то хуже», — философски заметил Егор. «Закон жизни». «И это все, что ты можешь сказать?» «А что я еще должен сказать?» — пожал плечами молодой человек. «Нет, по-человечески мне, конечно, жаль этого мальчика. Но пойми, невозможно всем помочь. Человек не солнце, всех не обогреет. Ты купила ребенку продукты? Так молодец, сделала доброе дело и спи спокойно». «Что ж, может, ты и прав», — не слишком уверенно проговорила Вера. Вера работала менеджером по закупкам, и ей часто приходилось ездить в командировки. Вот и в этот раз ей предстояла недельная командировка. Работы хватало, и мысли о Ване отступили на второй план. Но в последнюю ночь Вере приснился Ваня. Мальчик протягивал к ней худенькие ручонки и говорил: «Вера, помоги мне, очень тебя прошу, забери меня отсюда». Девушка проснулась в холодном поту. «Это всего лишь сон», — подумала она, но заснуть уже не получилось. «Забери меня отсюда». «Но откуда?» — размышляла Вера. «Наверное, от пьющих родителей. Неспроста этот сон». Рабочий день уже подходил к концу, и она решила написать отчет дома, а потом отправить его на почту босса. И тут Вера вспомнила свой сон. Ваня и его родители проживали в 4-этажке. Похоже, блага цивилизации обошли этот дом стороной. Домофоны отсутствовали, почтовые ящики сломаны, а в подъезде стояла такая несусветная вонь, что Веру едва не стошнило. 22-я квартира была опечатана. Ею овладело дурное предчувствие, но, может быть, она что-то не расслышала, и Ваня живет в другой квартире. «Скажите, пожалуйста», — обратилась Вера к старушке, сидевшей на лавочке, «а мальчик Ваня в 22-й квартире живет? Такой худенький, волосы светлые». «Жил», — деловито кивнула бабулька, «а сейчас не живет». «А где же он?» — терпеливо спросила девушка, а в это время в голове были самые тревожные мысли. «Так известное дело где? В детском доме. Родители пьяные, чуть дом не спалили. Кто-то из них заснул с сигаретой, да так и задохнулись. Пацан их тормошил, да куда там. Выскочил из квартиры и начал долбиться по соседям. Мол, вызывайте пожарных и скорую. Да только какая там скорая?» — вздохнула бабушка. «А вы кто им будете?» «А я из администрации», — сказала Вера первое, что пришло в голову. «Спасибо за информацию». Она села в машину и посмотрела в зеркало. Лицо Веры было белым, как мел. Вера вернулась домой уже под вечер. На скамейке сидел молодой симпатичный сосед, который был к ней неравнодушен. «Эх, хороша», — подумал Андрей, провожая ее взглядом. «Только вот с женихом не повезло». Пара снимала в этом доме квартиру уже 3 месяца. За это время Андрей перевидал немало дамочек, которых приводил в дом молодой человек, пока девушки не было дома. И хотя сосед понимал, что это не его дело, но было противно и очень обидно за Веру. «А ты чего так долго?» – удивился Егор. «А что с лицом?» Вера рассказала ему о своем визите в дом, где жил Ваня. «Я уж думал, что ты выбросила из головы эту историю», – покачал головой парень. «Не могу», – призналась она. На следующий день Вера была уже в детском доме. «Да, есть такой», – кивнула директор. «Что нужно для того, чтобы забрать его?» Взяла Вера быка за рога. Перечислив пакет документов, директор спросила: «А вы замужем?» «Нет, то есть
У меня жених. Очень хорошо. Тогда поспешите со свадьбой. Видите ли, статус замужней женщины – условие не обязательное, но предпочтительное. Вера и Егор встречались полгода, из которых 3 месяца жили вместе. Только вот предложение руки и сердца так и не прозвучало. Егор считал штамп в паспорте чистой формальностью. Вера догадывалась, что жених не одобряет ее, как он выразился, возни вокруг этого пацаненка. Но ведь попытка не пытка. «Да зачем тебе это?» – недовольно спросил Егор. «Верочка, родная, но ведь у нас еще будут свои дети». «Я понимаю», – грустно ответила она. «Но Ванечка, он такой, такой...» На глазах Веры появились слезы. Егор задумался и вдруг спросил. «Скажи, а для тебя это и вправду так важно?» «Очень важно!» — с жаром воскликнула она. «Ну, в таком случае, сударыня, я прошу вашей руки и сердца», — улыбнулся Егор. «Извини, что без кольца». «Правда? Конечно». «Да, ну, конечно, да», — запрыгала Вера. После свадьбы Вера вплотную начала заниматься усыновлением Вани. Супруги навещали мальчика, и он радовался их визитам. У Веры намечалась очередная командировка, и она очень переживала, что Ваня будет по ней скучать. «А я на что?» – удивился Егор. «Я могу навестить мальчика и один. Мы ведь семья, правда? А скоро нас станет больше». «Ну, пока это будет временная опека», – улыбнулась Вера, тронутая словами мужа. «Так или иначе, мальчика я не брошу, так что поезжай спокойно». Вернувшись из командировки, Вера первым делом поинтересовалась, как дела у Ванечки. «Хорошо», – уклончиво ответил Егор. «И все?» – удивилась супруга. «Ты что-то скрываешь?» «Да нет, что ты!» «Егор!» «Ну, в общем, парень не идет со мной на контакт», – промямлил он. «Что значит не идет?» – повысила голос Вера. «Что случилось? Ведь все было хорошо». «Да откуда я знаю? Мало ли что могло у него случиться. Может, конфликты какие, детдом все-таки». «Может быть. Ладно, завтра я к нему съезжу». «А может, не стоит?» – несмело спросил Егор. Вера чувствовала, муж что-то скрывает. Но что? «Егор, объясни мне четко и ясно, что случилось, и почему не стоит». Как я уже сказал, парнишка не идет на контакт. Ну, а не стоит, потому что ему нужно дать время остыть, скажем, недельку. Ну, сама посуди. Ну да, пожалуй, согласилась Вера. Однако на душе было неспокойно. Прошло 4 дня, и она решила, что дожидаться недели нет никакого смысла, иначе она просто сойдет с ума. Кое-как, дождавшись окончания рабочего дня, Вера поехала в детский дом. Но перед этим она позвонила директрисе, и та ее, мягко говоря, ошарашила. «А, это вы?» – не слишком дружелюбно ответила Анна Павловна. «Что вам теперь-то надо?» «Я вас не понимаю». «Не понимаете? Очень жаль. Может, вы к тому же не понимаете, что ребенок не игрушка?» «Анна Павловна, давайте не будем ходить вокруг да около», – решительно сказала Вера. «В пятницу я вернулась из командировки и...» Сначала муж говорит загадками, теперь вот вы. Анна Павловна, я вас очень прошу, давайте встретимся. Я действительно ничего не понимаю». «Что ж, немного поколебавшись, ответила директор. «Приезжайте». Вера слушала директора и не верила своим ушам. Оказывается, Егор сказал Ване, что его никто не забирает, а она, Вера, готовится к рождению собственного ребенка. «Что за чушь?» – воскликнула Вера. «Да я наоборот думала, вот привыкнет к нам Ваня, только тогда можно и о своем ребенке подумать. Я не беременна». «Ну, не обязательно беременна. Видимо, ваш супруг имел в виду подготовку к беременности.
Так или иначе, о временной опеке не может быть и речи. Сначала решите свои семейные проблемы. Я так понимаю, ваш муж против усыновления, так что мне очень жаль. Но я могу увидеть Ваню хоть одним глазком. Вы шутите? Мальчик замкнулся в себе. Так вы и ребенку рану разбередите, да и себе сердце надорвете. Понятно. Кивнула Вера и покинула кабинет директора. По дороге она чуть не спровоцировала ДТП. Водитель внедорожника покрутил пальцем у виска и крикнул, открыв окно: «Ездить сначала научись, а потом за руль садись. Понакупят прав, курица!» Окрик, как ни странно, заставил Веру взять себя в руки, и она благополучно доехала до дома. «Егор, ты ничего не хочешь рассказать?» Сходу начала Вера. «Ты о чем?» «Я была в детском доме». «А, вон ты о чем». «Вера, когда-нибудь ты поймешь, что так будет лучше для всех». «Для кого всех? Уж не тебя ли?» Взгляд Веры вдруг упал на чужую помаду. Она лежала на полочке в прихожей. «Какая же ты гнида!» — покачала головой Вера. «Да мне надоело, что ты носишься с этим пацаном». «А я сейчас не про пацана». Вера швырнула помаду в лицо мужа и вышла из квартиры. 2 дня она жила у родителей, а на 3-й приехала за вещами. А на обратном пути Вера встретила Андрея. «Съезжаете?» – спросил он. «Да». «Что так?» Совершенно неожиданно для себя Вера рассказала Андрею о случившемся. «Думаю, я могу вам помочь», – проговорил он. «Я на вас женюсь. Ну, разумеется, после вашего развода». «Но мы же почти не знакомы». «Так познакомимся. Вера, вы мне давно нравитесь». «Дикость какая-то», — подумала она, но сейчас Вера была готова на все. Путь к усыновлению Вани оказался долгим и нелегким, но Вера его прошла, рука об руку с Андреем. А когда Ваня окончательно оттаял, супруги, как и планировала Вера, решили подумать об общем малыше. Брак, заключенный как фиктивный, обернулся настоящим, но главное – счастливым. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.